Кому огоньку, о величественный генерал! На днях игровая студия Ironhide показала миру самого зажигательного персонажа Генезиса Игнуса. И так как это один из моих любимейших героев классики, я просто не мог пройти мимо, чтобы не разобрать детально его умения и способности. Но прежде чем я это сделаю и сравню с версией Игнуса из первой части, немножечко истории. Куда ж без нее? Особенно учитывая тот факт, что ранее информации о факеле не было от слова совсем. Игнус не всегда был в таком образе, который мы привыкли видеть. До того, как стать огненным элементалем, Игнус был волшебником и проходил обучение в Академии Тайной Магии. Уже тогда он был лютым хулиганом, поджигал книги во время лекций и устраивал всяческие представления с огнем. Поэтому, когда пришло время осваивать специализацию, выбор направления был очевиден. Игнус решил освоить и покорить стихию, которая лучше всего соответствовала его темпераменту – огонь. Он тренировал свое тело, дабы оно соответствовало его магии, позволяя ему вступать в ближний бой. Эта дисциплина в конечном итоге привела к его фирменному трюку – окутывать себя живым пламенем. Сперва он мог сохранять данную форму лишь несколько мгновений, потом несколько минут, а затем и целые сражения. В Генезисе мы застаем Игнуса буквально за шаг до момента его полной и бесповоротной трансформации. Пламя горит почти круглосуточно, и его человеческая форма появляется лишь короткими вспышками, которые он полностью сможет подавить к событиям оригинальной Kingdom Rush. Как же это круто, наконец узнать историю легендарного защитника Линерии и подтвердить личные догадки того, что ранее он был человеком, которому удалось покорить стихию огня. В отличие от классического варианта, в Генезисе Игнус имеет возможность атаковать врагов с дальней дистанции, создавая огненный шар и швыряя сферу своего врага. Задумка интересная, но скорее всего работает не постоянно, а через определенное время. В оригинальной версии, используя пламенный поток, Игнус сам превращается в огненный шар, стремительно приближаясь к врагам клубочком и нанося урон каждому, кто встретится на его пути. В Генезисе за такой тип атаки отвечает способность под названием огненный рывок. Игнус резко срывается со своего места и словно мячик для пинг-понга, отскакивая, атакует трех ближайших врагов, нанося каждому внушительный урон. По завершению атаки Игнус возвращается в исходное положение, чего не происходит в первой части Kingdom Rush. Там факел после своих покатушек вновь встает в полный рост и продолжает унижать врагов уже в рукопашную. Кстати, это его неконтролируемое действие часто бесит игроков, которые вынуждены возвращать героя в нужную позицию. Еще одно умение героя – это тепловая волна. Игнус высвобождает огромный поток энергии, создавая мощный огненный взрыв с эффектом выжженной земли и нанося урон по области всем врагам, находящимся в радиусе поражения. Кстати, в этот момент, буквально на секунду, он полностью возвращает человеческий облик, показывая, насколько мощная концентрация энергии в данный момент. Тепловая волна очень напоминает оригинальную способность Игнуса под названием «Пылающее безумие», где герой испускает ударную волну, наносящую урон окружающим врагам, при этом восстанавливая себе 20% от максимального запаса здоровья. Ну и наконец, абсолютно новая, скорее всего утраченная со временем или же забытая по другим причинам способность Игнуса под названием «Сверхновая». В течение 3 секунд Игнус превращается в мощную огненную бурю, сжигая все и вся, оставляя лишь пустоту, подобную той, которая образуется в конце жизни большой звезды. Я думаю, что данный навык требует огромного запаса сил и личного ресурса. Поэтому спустя годы Игнус был вынужден отказаться от бури, дабы сохранять силы для изнурительных сражений. Кстати, данное умение напомнило мне Кратоа из Альянса, где этот бурчащий магматический мешок создавал дикое извержение в виде того же огненного смерча, раскидывая во врагов сгустки обжигающей лавы. Загадкой для меня остается показанное в трейлере и шорте стремительное перемещение Игнуса на дальние расстояния. То ли это подобие того самого оригинального огненного клубочка, когда Игнус катится по дорожке, выпаливая врагов, то ли обычный спецэффект для получения более яркой картинки. В любом случае, точно можно будет сказать, испытав этого чудесного героя в реальном бою после релиза Kingdom Rush Genesis.
который, напомню, состоится 24 сентября этого года. Ждать, друзья, осталось совсем недолго. А на этом я буду прощаться. Не забывайте подписываться на канал и ставить щедрые лайкосики под моими видео. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.